Привет, вы на канале IT User Help. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о том, как определить, является ли смартфон игровым чисто по внешним признакам. И начнем с первого, это внешний вид. Игровые смартфоны всегда обладают более агрессивным внешним видом, более угловатый дизайн, дизайн корпуса и угловатый дизайн каких-то внутренних оболочек и программного обеспечения. Это первый второстепенный признак игрового смартфона. Второй признак — это более емкая батарея с большей мощностью и с большей емкостью. В игровых смартфонах емкость батареи начинается от 4000 мА и бывает выше даже. Третий признак — это улучшенное охлаждение. Например, в одном из смартфоне Asus игровом и даже есть дополнительный кулер, который прикрепляется к корпусу и который в части, где находится процессор, и охлаждает дополнительно корпус смартфона. Еще признак — это обязательно наличие 3 и 5 миллиметрового джека под наушники или стереогарнитуру. Также такие смартфоны обладают как минимум двумя динамиками, а бывает и больше для стереоэффекта. Еще игровые смартфоны чаще всего, но не всегда, по крайней мере самые последние топовые смартфоны обладают увеличенной частотой обновления экрана, которая доходит до 120 Гц для более плавного изменения картинки в играх и динамических сценах. Также такие смартфоны иногда имеют два USB, чтобы можно было более эффективно заряжать, и всегда имеют возможность одновременно заряжать и играть. Чаще всего из-за этой особенности microUSB, либо Type-C, либо другой какой-то разъем находится не снизу телефона, а сбоку, на длинной стороне, чтобы было удобно держать телефон вертикально и при этом быть подключенным к зарядке. Также еще один из характерных признаков игрового смартфона — это наличие широкой рамки. То есть современные тренды по очень узким или отсутствующим полностью рамкам здесь не подходят. Для игрового смартфона лучше, чтобы рамка была немного шире, чем у остальных смартфонов современных. Теперь хочу рассмотреть вопрос, стоит ли переплачивать деньги за игровой смартфон, и есть ли вообще в этом смысл, какие минусы у игрового смартфона. И первое начнем с чего, это за что мы платим деньги. В игровых смартфонах чаще всего, а точнее почти всегда, установлен разблокированный CPU, центральный процессор. То есть если в какой-нибудь топовом смартфоне не игровом будет стоять последний топовый процессор с частотой 3 ГГц, к примеру, и с заблокированным множителем, то в игровой процессор вам поставят тот же самый процессор, который стоит в топовом, но с разблокированным множителем, и частота увеличится примерно на 0,16 ГГц, либо на 160 МГц, что в принципе совсем немного. И опять-таки это будет разблокирована частота центрального процессора, а графический процессор останется точно таким же, как и в любом другом, но топовом смартфоне. Поэтому прирост здесь будет совсем минимальный. Второй минус — это угловатый дизайн. Как я отметил ранее, это характерная черта игровых смартфонов, угловой дизайн, но при этом это еще и минус, так как в угоду удобства
Агрессивный дизайн ухудшает эргономику и пользоваться на повседнев становится менее удобно, чем другой не игровой, но топовый смартфон, который имеет более гладкие края, более приятные материалы и менее строгий дизайн. Третий минус – это то, что почти всегда в игровых смартфонах жертвуют качеством камеры, устанавливая не самую топовую камеру, а иногда и даже откровенно плохую. Поэтому тут очень важно решить для себя, важна ли вам камера. И выбирать, покупать игровой смартфон нужно в том случае, если либо у вас есть второй телефон на повседнев, что в принципе мало кто так делает, либо если камерой вы вообще не пользуетесь. Потому что с большой долей вероятности камера в игровом смартфоне будет не очень. Еще один минус игровых смартфонов – это плохая поддержка. Такие смартфоны изготавливаются не очень большими партиями, обычно сотнями тысяч, против миллионов у других популярных моделей. А покупают их и еще меньше, в меньшем количестве. Поэтому поддержка гарантированно будет хуже, чем у популярных моделей. И она закончится раньше по времени, чем у популярных моделей. На этом сравнение я окончу. Решать, как всегда, конечно же, вам, и выбор за вами. Ну а если видео было полезным, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк.